понимаю. Да нет, мне нормально. Да прекрати. Друзья, всем привет! Это Люмос. Канал, где я рассказываю об интересных явлениях, событиях и людях, чьи истории уже однажды вдохновили многих, а теперь могут вдохновить и вас. Меня зовут Надя, кто-то из вас мог видеть меня в новостях, в документальных фильмах или даже в мемах. Здравствуйте, Елена. Ну, действительно, в столичный регион пришла весна. Столбики термометров будут показывать на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Стоять! Но, кажется, теперь пришло время рассказать о себе в новой роли, как ведущей собственного просветительского проекта. И как бы странно для меня это ни звучало, блогера. Поскольку это первый выпуск, позволю себе маленькое вступление. Люмос был моей большой мечтой на протяжении многих лет. Но как типичный перфекционист я долго переживала, раскачивалась, думала, да ну, у меня не получится, я же не блогер, я журналист. Вообще начинать блог в 2024 году с нуля – это странно. Сейчас время клипового мышления, инфошума. Кто вообще будет слушать полчаса человека, который не танцует, не кликбейтит и не учит, как зарабатывать миллион за 10 минут без смс и регистрации? Кстати, если знаете, как это, скажите. Волшебным пинком для меня стала случайная встреча с бывшим коллегой. Мы ехали со съемки, там была куча журналистов, и вот он внезапно подсаживается ко мне в автобусе и говорит: «Слушай, я думаю, тебе нужна своя программа». Для справки, мы с ним никогда эту тему не обсуждали, не виделись уже года 2 точно. И думаю, ну раз пошла такая пляска, надо поддаться и выяснить. А если делать программу, то про что? Да просто про то, что тебе интересно, сказала коллега, и ушел. Ситуация чисто как из ситкома, но тогда я точно решила действовать и думаю, что лучше этой фразы «просто делай, что тебе интересно». Люмос вряд ли кто-то опишет. И вряд ли кто-то лучше опишет саму меня, чем это сделает Люмос. Разбираться в историях, обстоятельствах, контексте – это моя профессия и большая любовь. И я уверена, что мир вокруг нас невероятно интересен, противоречив, полон крутых поворотов и вдохновляющих сюжетов, в которых стоит разбираться и над которыми стоит думать. Надеюсь, что мне удастся передать это ощущение мира и вам. Фух, вступление все. Теперь о главном. В пилотный выпуск я решила зайти с историей, которую лично я считаю поучительной и интересной, особенно во второй ее части, супер вдохновляющей. Этот выпуск посвящен одной из главных афер в сфере искусства 20 века. И история, которая в свое время потрясла меня своей кинематографичностью. И уже после я узнала, что байопик про нее все-таки снят прекрасным режиссером Тимом Бёртоном. Это история талантливого художника, а точнее художницы, чьи картины годами продавались безумными тиражами. Только вдумайтесь, в середине 60-х за год эта женщина могла бы заработать около 10 миллионов долларов даже не на стоимости своих картин, а на одних только отчислениях за авторские права. Но вот загвоздка. Никаких прав на собственные картины у этой художницы не было. Все годы ошеломительного успеха ни поклонники, ни американская творческая тусовка, ни искусствоведы, ни журналисты, ни даже родная дочь художницы не знали, кто на самом деле пишет эти золотые картины. Это биография Маргарет Кин, выдающейся американки, которая всю жизнь прожила в тени другого человека. Как такое могло произойти, что заставляло художницу годами скрывать свое авторство? Кто же в конце концов сдал главную коммерческую тайну семейства Кин? И что с главными героями этой истории было дальше? Расскажу прямо сейчас. Это Люмос. Устраивайтесь поудобнее. Маргарет Кин в девичестве Хокинса, а по первому мужу Ульбрих, известна как основательница необычного художественного стиля. На всех ее полотнах изображены дети, взрослые или животные с очень большими глазами. Честно говоря, выглядит это даже немного жутковато. Но, как часто бывает в современном искусстве, здесь все решает контекст. Согласитесь, сам по себе черный квадрат, это некоторая такая шляпа. Но правильно упакованная идея черного квадрата – это уже совсем другое дело. Так вот, Маргарет свою идею упаковала замечательно. Дело в том, что этот стиль, по воспоминаниям самой художницы, абсолютно передавал ее детское восприятие мира. В возрасте 2 лет девочка получила травму барабанной перепонки и с тех пор стала плохо слышать. И вот этот дефицит звуковой информации она догоняла внимательным изучением мира и особенно людей вокруг нее. И вот так большие, смотрящие прямо в душу глаза стали не только способом девочки лучше понять мир, но и тем самым творческим автографом, который в будущем дал работам Маргарет огромную популярность.
Писать картины она начала очень рано, примерно с 10 лет. И вот что стало началом. Маргарет воспитывала очень набожная бабушка, они часто ходили в церковь, и для местного прихода девочка любила рисовать ангелов с большими глазами и пышными крыльями, которые, конечно, очень умиляли прихожан. Девочка росла, и примерно в середине 40-х юная Маргарет устроилась в компанию по росписи детской одежды и кроваток для младенцев. Получилось у нее это хорошо, и постепенно она начала экспериментировать и с портретами. Так, примерно к началу 50-х Маргарет уже определилась с будущей карьерой, она планировала начать художественный путь, учиться, писать, творить, но ее планы сбил довольно стремительный брак с мужчиной по имени Фрэнк Ульбрих, от которого она родила дочь Джейн, а после уже в 1955 году пара пережила такой же стремительный развод. По воспоминаниям самой Маргарет, муж был абсолютно против ее карьеры. Не считал творчество достойным занятием для жены, мечтал о тихой домохозяйке, и на собственный страх и риск Маргарет от него ушла. И не просто ушла, а под давлением и осуждением общественности она переехала в Калифорнию. В новом городе для Маргарет начинается мучительный поиск своего места под солнцем. С младенцем на руках ее никуда не берут на постоянную работу. Маргарет бедствует. Все, что она успевает делать, кроме ухода за ребенком, это иногда продавать свои наброски, которые она делает в парке, и, собственно, жить этим заработком. Денег очень мало, и тут будто принц на белом коне в нашей истории появляется он, Уолтер Кинг. Они знакомятся на уличной художественной выставке в Сан-Франциско, и в отличие от Маргарет, он посредственный художник. Не исключено, что именно из-за этого он сразу понимает, насколько Маргарет талантлива. Живопись дается ей легко, она улавливает малейшие переливы оттенков. Она, никогда не получившая академического образования, в отличие от Уолтера, легко и очень метко переносит увиденное на холст. У Маргарет настоящий дар. Кроме того, они, конечно, нравятся друг другу. Маргарет в этих отношениях видит некоторую отдушину, но она мать-одиночка с маленьким ребенком, без работы, в незнакомом городе. И после сложного развода, потому что бывший муж то и дело ей угрожает, что заберет дочь, и юридически он имеет на это право, потому что мать Маргарет безработна. Здесь важен контекст. Это США 50-х годов. Не только в Штатах, но и во всем мире это все еще очень консервативное время. Вот уже в 60-х, всего через 10 лет, все будет по-другому. А пока супер важны скрепы, институт семьи, брака, и подобное положение, в котором находится Маргарет, ушла от мужа, нет работы, нет жилья, нет богатых родителей. Для большинства американок того поколения это 100% социально порицаемо. У Маргарет нет ничего, кроме ее таланта. У Уолтера есть все, кроме таланта. А главное, у него есть деловая жилка и идея того, как талант Маргарет можно выгодно монетизировать. Я не случайно сказала про консервативность времени. Чтобы заявить какие-то права на талант Маргарет, Уолтеру нужен брак. Он довольно быстро делает ей предложение, и она это предложение принимает. И это решение ее продиктовано не только страстью, не только чувствами, интересом, но и юридическими соображениями. У нее таким образом появляется какое-то жилье, восстанавливается социальный статус, ее дочь снова живет в полной семье, а для Маргарет это очень важно, потому что она панически боится под каким-либо предлогом, что у нее могут забрать дочь. Недолго думая, они играют свадьбу. Здесь звучит марш Мендельсона. Уже через пару месяцев после свадьбы Уолтер идет на дело. Сам он никаких выдающихся картин писать не умеет, но с разрешения Маргарет он начинает продавать полотна в одном из клубов Сан-Франциско. Но тут важная деталь. Маргарет на тот момент не знает, что муж ни слова не говорит покупателям об авторстве. Все до одной картины большеглазых детей подписаны именем Кин. И Уолтер говорит, что Кин – это он. При этом покупателям он рассказывает жалостливую историю о том, что вот эти большеглазые дети – это его сублимация впечатлений, которую он получил во время поездки в Европу после окончания Второй мировой войны. Маргарет тем временем днями и ночами сидит в зашторенной комнате в их доме и пишет новые картины. Об афере Уолтера она не знает до тех пор, пока вдруг не натыкается на новость в газете о том, что в США зажглась новая звезда современного искусства по имени Уолтер Кин. Она узнает, что, оказывается, люди платят уже не десятки, а десятки сотен долларов за оригиналы ее картин.
Кроме того, продаются всевозможные календари, открытки, плакаты и даже кухонные фартуки с репродукциями ее полотен. Цена каждого вот такого маленького постера – $1, но тиражи миллионные. Маргарет, конечно, в ярости. Она потребовала не только объяснений, но и того, чтобы Уолтер выступил с официальным заявлением, перед покупателями, перед прессой, раскрыв свой подлог. Но он в ответ грозит разводом, а мы помним, что его Маргарет уже проходила и очень боится, и заявил, что дело зашло слишком далеко. И что если сейчас он раскроет обман, им обоим придется судиться с покупателями и возвращать деньги. Кроме того, он сказал, что картины женщины никогда не будут продаваться. Или будут продаваться сильно дешевле. Потому что, здесь цитата, «художников в юбке искусство никогда не примет всерьез». Еще немного контекста. Конечно, эра известных женщин-художниц еще была впереди. Но тоже для справки, вот Фрида Кало к этому моменту уже успела не только прославиться, но и уйти из жизни. Возможно, если бы Маргарет была менее запуганной, она бы могла узнать этот факт и понять, что слова Уолтера были чистой манипуляцией. Так начинается самая сложная и трагическая эпоха в карьере Маргарет Кинг, потому что муж запрещает ей появляться на светских раутах, запрещает заговаривать с кем-то, а сам открыто представляет ее как своего подмастерья, которое все, что умеет, это смешивать для него краски и чистить палитры. Здесь можно только представить, какое унижение и одиночество переживает Маргарет, потому что даже картины она вынуждена теперь писать тайно, запираясь в мастерской, куда запрещено заходить даже дочери. Этот период выделяется однозначно в творчестве Кинг, потому что это самые пронзительные работы, которые она создает за всю свою карьеру. На это наслаивается и то, что у картин Маргарет впервые появляются хейтеры. Это, увы, частый спутник славы. Она читает колонки, где журналисты называют ее картины безвкусной мазнёй и плаксивым народным творчеством. Параллельно Уолтер начинает обрушивать на Маргарет все свое раздражение, упрекает ее в том, что она рушит его репутацию и их успешную миллионную империю. Вообще есть разные версии о том, что именно стало для Маргарет такой последней каплей. Есть источники, которые пишут, что Уолтер не только угнетал, но и в какой-то момент перестал вообще давать ей деньги с продажи картины. Кроме всего прочего, открыто ей изменял, и что она несколько раз натыкалась на других женщин в собственной постели. Так или иначе, в 1964-м Маргарет собирает вещи, какие-то деньги и с дочерью бежит в Гонолулу, это Гавайи. Там она выходит на связь с Уолтером, уже по переписке, обещает продолжать писать и отсылать ему картины, но подает на развод, и в одностороннем порядке их брак расторгают. На Гавайях к Маргарет наконец-то приходит спокойствие, она уже по-настоящему влюбляется в писателя Дэна Макгуайра, выходит замуж в 3-й раз, муж ее оказывается человеком зрелым и спокойным, он ее во всем поддерживает, в том числе и в том решении, чтобы она публично объявила о том, что автором всех без исключения бестселлеров «Большие глаза» была она. Уолтер это громко опровергает, раздает интервью СМИ, говорит, что бывшая жена просто ему мстит, что она выжила из ума, что она неадекватная. Вообще все, что она умеет, это просто смешивать краски, мы помним это. Термин «газлайтинг». Вот, кстати, о его этимологии я бы рассказала отдельно, у него очень интересная история. Так этого термина тогда еще нет, но явление есть столько же, сколько, наверное, и существуют несчастные браки. Но Уолтер так и не понял, что времена-то уже совсем другие. И что в 70-х у женщин уже гораздо больше прав, дела о клевете уже совсем не шутка, его вызывают в суд по подозрению в мошенничестве, материальном и моральном ущербе. Мы подходим к самому интересному эпизоду. Помните, в начале я сказала, что это очень кинематографичная история. И это правда так. Дело в том, что судья этого процесса подошел к слушанию творчески. Он решил, что единственный способ установить авторство – это провести следственный эксперимент. Прямо в зал суда в день слушания принесли 2 мольберта и попросили Уолтера и Маргарет написать картину ребенка с большими глазами. В фильме этот момент вообще выглядит очень мучительно неловким. Если вы смотрели, Уолтера там играет Кристоф Вальц, и, думаю, многим этот актер знаком по роли в «Бесславных ублюдках». В фильме «Большие глаза» он по степени неприятности вообще своего персонажа ушел недалеко. Но роль сыграна прекрасно. Ну так вот, Уолтер, оказавшись перед мольбертом, начал симулировать боль в плече. И под этим предлогом отказался писать картину. Но проблема была в том, что за всю жизнь он так и ни разу не создал ни одного такого изображения. А вот Маргарет написала картину блестяще, всего за 53 минуты.
Для суда, конечно, все стало абсолютно очевидно. Интересная деталь, так сказать, штрих к портрету обоих героев. Суд постановил Уолтеру выплатить бывшей жене $4 миллиона компенсации за клевету и моральный ущерб. По тем временам это очень большая сумма. Уолтер этого так и не сделал. Он сразу же после суда промотал остатки своего состояния на алкоголь и дорогие курорты. Но Маргарет не стала подавать новый иск. По завершении процесса она дала всего одно интервью, в котором сказала: «Мне не нужны деньги. Я всего лишь хотела, чтобы люди узнали, что эти картины мои». Уолтер Кин ушел из жизни в 2000 году и остался в истории как великий американский плагиатор и мошенник. После развода с Маргарет он вновь женился, пытался осесть в Европе, основать там бизнес, перепродавал какие-то товары, машины, недвижимость, женился, но новая жена его тоже бросила из-за его измен, манипуляций и развязанного образа жизни. А вот Маргарет Кин прожила 94 года и ушла из жизни не так давно, летом 2022. Ее имя сейчас носит галерея современного искусства в Сан-Франциско, ее работы хранятся в детском фонде ООН, ее персонажи вдохновили многих художников 90-х, в том числе, например, создателя сериала «Суперкрошки», если кто-то такой помнит. Опять же, напомню, что и сам Тим Бёртон был большим поклонником Маргарет Кин, и до сих пор он владеет большой частной коллекцией ее работ. Более того, он успел показать фильм «Большие глаза» самой Маргарет Кин и даже заручиться ее одобрением. Причем после просмотра Маргарет призналась, что герой вальса так точно показал ее бывшего, что на пару дней не могла отойти от этого всего, от нахлынувших воспоминаний. Снят фильм действительно очень затягивающий, красивый. Если у вас есть пару часов и интерес к этой теме, очень рекомендую. А это была история Кин, Маргарет и Уолтера, империи, которая больше 10 лет успешно функционировала и приносила доход, но была построена на лжи одного человека и молчании другого. Лично для меня эта история очень поучительна. Творческим людям, в том числе я считаю творческими людьми, например, предпринимателей и вообще людей, которые умеют генерировать идеи, создавать что-то усилиями своего ума, так вот, таким людям бывает очень сложно монетизировать свои идеи. История показывает, что довольно сложно творить, но еще сложнее отдавать процесс в другие руки и не всегда чистые. На что вас натолкнула эта история? Может быть, вы смотрели фильм, вообще знаете подобные истории? И не менее интересный вопрос: как бы вы поступили на месте Маргарет? Пишите в комменты. Если вам нравится или не нравится этот формат, обязательно тоже расскажите. И если вам интересна какая-то тема, я буду рада ее исследовать и рассказать вам о ней. И что очень важно, мы начинающий проект, поэтому каждая ваша подписка, лайк или комментарий будут очень для нас полезны. Честно говоря, я очень долго мечтала об этом проекте. Для меня это супер важный момент, поэтому любая ваша поддержка будет очень в тему. Но это был Люмос. Спасибо, что вы смотрите нас, и до новых встреч.